Всем привет из Филиппин, с острова Панглау. Это маленький остров-спутник большого острова Бохол, который соединен с ним двумя мостами. Турист из меня так себе, если честно, поэтому в этом видео я галопом решил взглянуть на основные туристические активности острова Бохол. Для этого за 2000 песо на целый день я нанял водителя с мотоциклом. Он встретил меня в 6 утра возле моего отеля, и мы с острова Панглау отправились исследовать интересности острова Бохол. А чего ж ты, дебил, за 300 песо на день не арендовал скутер и сам не объездил весь остров, спросите вы? Ну так уж получилось, что скутер я не вожу. Первым делом Максимка отвез меня взглянуть на реку с близким любому русскоговорящему человеку названием Лобок. Тут можно взять тур, где вас не спеша на лодочке повезут по реке. От подобного аттракциона я воздержался. Рядом на вершине была смотровая площадка с чудесным видом. Должно быть, это какое-то религиозное место. На вершине был огромный крест, а вокруг него скамеечки, явно служащие для молитв. Следующей нашей остановкой был Man-Made Forest – лес, высаженный руками людей. Вдоль дороги огромные деревья образовывали арку и полностью закрывали путников от жаркого солнца. Тут и вправду было достаточно прохладно. В нескольких километрах за лесом был тот самый знаменитый заповедник Долгопятов. Эти зверьки – одна из визитных карточек не только острова Бохол, но и всех Филиппин. Маленькие пучеглазые обезьянки обитают только на Филиппинах, только на нескольких островах и находятся под угрозой исчезновения. Днем они спят либо отдыхают, спрятавшись в листьях деревьев. А ночью они достаточно активны, могут прыгать до 4 метров в длину, охотясь за насекомыми. Может, я, конечно, не самый впечатлительный турист, но здесь мне было не по себе. Сидят эти 3 маленьких скукоженных лупоглазых малыша на маленькой территории, и на каждого по 2 тургида, которые пальцами в них тычат. Вон там, сэр, вон он, посмотрите на них. И вокруг этого сделали огромную туристическую индустрию. Торширы знамениты не только на острове Бохол, но и на Филиппинах в целом. Эти лупоглазые малыши на каждой рекламе, на каждом плакате. Зато магазин с сувенирами в торшир-тематике гораздо больше, чем сам заповедник. Далее в нашем списке для посещения были не менее знаменитые на Филиппинах так называемые шоколадные холмы. Свое название эти причудливые формы вершины получили потому, что в сухой сезон трава на их вершине желтеет, и холмы приобретают шоколадный оттенок. Чтобы сфотографироваться с надписью «Шоколадные холмы», вот такая очередь стоит. Но я в ней стоять не хочу. Согласно легенде, тут была битва 2 великанов, которые бросались друг в друга огромными валунами. Великанов уже давно тут нет, а камни, которыми они друг в друга бросались, так и остались лежать тут. Но ученые склонны думать, что раньше тут было море, а холмы – не что иное, как бывшие коралловые рифы, нынче поросшие травой. А здесь, на удивление, прикольно, вид и вправду завораживающий. Такие холмы можно встретить не только на острове Бохол, но и на всей территории Филиппин. Дальше Максимка повез меня на водопад Кан-Умантат Фаллс, который расположен в горах в восточной части острова Бохол. Огромный величественный водопад оказался вполне дружелюбным и позволял помассировать спину под его струями всем на это отважившимся. Это отличное место, и тут мне очень понравилось. Недалеко от водопада была вершина с захватывающим дух видом на рисовые террасы вокруг. Тут я увидел, как выращивают рис. Такое ощущение, как будто земля под землю ушла, и образовалась эта выемка, эта пещера. Может быть, землетрясение какое-то здесь было? Последней локацией в нашем списке мест, которые нужно посетить, был пляж Анда. Мы ездили и приехали на другой конец острова Бохол на пляж Анда, Анда-Бич. Здесь тоже очень хороший белый песчаный пляж. Длинный пляж с белым песком был ничем не хуже белых пляжей острова Панглау, а пористые вулканические утесы и очертания гор на горизонте явно добавляли баллов этому месту. И явным плюсом этого места было то, что тут не так много туристов, как на Панглау.
Денек получился насыщенный. Время было уже ближе к закату, а нам еще предстояло вернуться на Панглау, и путь был не близкий, около 110 километров. Но еще одно место в этот день мы посетить не успели. Я давно хотел посмотреть на китовых акул и поплавать вместе с ними, а поэтому следующим днем я снова вызвал Максимку. За 500 песо от моего отеля с острова Панглау он отвез меня на остров Бохол в местечко под названием Лила. Это примерно 40 километров от моего отеля, и в 8 утра мы уже были на месте. Именно тут, в месте под названием Лила, в море местные рыбаки прикормили огромных китовых акул, которые теперь приплывают сюда каждый день полакомиться халявными креветочками. А вокруг них организовали туристический аттракцион. Китовая акула – это самая большая акула в мире. Взрослая особь может достигать до 18 метров в длину. Но несмотря на свой размер, это абсолютно миролюбивые создания, которые питаются в основном планктоном и которым нет никакого дела до людей. Максимку я отпустил, а сам отправился покупать билеты на аттракцион. Поплавать с китовыми акулами стоит 1500 песо. Маску и трубку там выдают, а вот ласты по желанию можно арендовать еще за 250 песо. Сначала я прошел коротенький инструктаж. Руками не трогать, под брюхом акулы не плавать, в пасть руки не совать. А затем я сдал вещи в камеру хранения, мне выдали спасательный жилет и посадили на хлипенькую лодочку вместе с толпой корейцев. Я слышал, что в Ослобе, в другом популярном месте, где можно поплавать с китовыми акулами, нужно ждать своей очереди несколько часов. Тут же все было сразу. Наша лодочка отплыла от берега к другим точно таким же лодочкам с корейцами, и уже с поверхности я увидел первую акулу. А стоило опуститься под воду, как я увидел их во всем их величии. Я только что поплавал с акулами. Впечатлений, конечно, море. Я чуть попозже поделюсь своими впечатлениями, когда соберу мысли в кучу. Но я скажу вам, что оно того стоит. Хотя бы раз посетить это место нужно обязательно. В некоторых моментах прямо дух захватывает, если честно. Все плавание занимает около 30 минут, по истечении которых нас всех снова собрали в ту же самую лодку и отвезли обратно на берег. После заплыва с акулами я вышел на трассу и поймал автобус, который отвез меня в город Такбиларан. Впечатлений я и вправду получил массу. Хоть и понимаешь, что эти создания абсолютно безобидны для людей, но когда здоровенная рыбина размером с автобус, разинув пасть, плывет прямо на тебя, немножко, знаете, жутковато. Мне-то на брифинге сказали их руками не трогать, но сказали ли им не трогать людей – вот вопрос. Никогда не знаешь, в какой момент она развернется и махнет хвостом. Из того, что не понравилось, так это сильно творившаяся там суета. Была куча людей, куча лодок, было сильное волнение воды. В результате все спотыкались как друг об друга, так и об этих бедных акул. С лодок постоянно кто-то свистел. Вот встретить бы этих гигантов в природных условиях без толп людей вокруг было бы действительно захватывающе. Бохол и Панглау. Эти два острова всегда представляются в сознании путешествующего по Филиппинам единой связкой. Говорим Бохол, а в голове всплывают пляжи Панглау и Алона-Бич. Говорим Панглау, а воображение рисует Долгопятов и шоколадные холмы. Но на самом деле это абсолютно два разных острова. Стоит только переехать мост, ведущий с острова Панглау на Бохол, как весь туристический антураж первого куда-то улетучивается. Мы сразу попадаем в безумный, бесструктурный, но милый и любимый всеми ценителями Юго-Восточной Азии хаос из трафика, шума, уличной торговли и людской суеты.
А на лица местных людей возвращается неподдельная улыбка, добродушие и искренний интерес к иностранцам. Остров Бохол достаточно большой и таит в себе немало интересностей. Я лишь посетил те, которые больше всего на слуху. Много интересностей острова я посетить не успел. Это водопады и пещеры, знаменитая аллея светлячков и устричная ферма, сад бабочек и зиплайн. Для того, чтобы исследовать весь остров, понадобится не один день. Мне очень понравилось на водопадах Канумантат Фоллс. Невероятно понравилось поплавать с китовыми акулами и побывать на знаменитых шоколадных холмах. А вот в заповеднике Долгопятов мне не очень понравилось, если честно. Почему-то стало жалко этих малышей. Ну и на Алона-Бич я тоже побывать советую, чтобы почувствовать атмосферу маленького Таиланда на Филиппинах. А какие места вы бы хотели посетить? Напишите в комментариях. Спасибо, что посмотрели это видео. Если оно вам понравилось, то поддержите его своим лайком. Всем спасибо и всем мира!